Всем привет, это Оксана из Алабамы. Сегодня я покажу вам исторический дом. И хозяйка его, моя подруга, она риэлтор и хозяйка этого отеля. Получается, это и дом, как ваша частная резиденция, и отель, в котором вы можете принимать гостей, то есть как коммерческое предприятие, и музей. То есть в этом доме когда-то жила учительница Кейт Sheppard. Именем ее названа школа, и это дом памятник старины, скажем так, дом-музей. Привет! Итак, мы с вами попадаем в исторический дистрикт города Мобила. Находимся под раскидистым американским дубом, пересечение улиц Кетрин и Монтерей. Первый дом на улице Монтерей – этот исторический памятник, дом-музей, в котором была когда-то первая школа, частная школа женщины, которую звали Кейт Sheppard. Ну и этот дом был построен в 1897 году. И дизайнер был Джордж Франклин Барбар. На продажу дом поставлен риэлтором Венди, хозяйкой дома. Мы с ней когда-то познакомились, когда я работала в Келлер Вильямс. Сейчас мы обойдем дом со всех сторон. Ее муж занимался реставрацией его на протяжении всех этих лет. И сейчас, в конце января, я вас приветствую в наших субтропиках. Сегодня ветрено. Вот как дом выглядит со стороны. И хозяйка нам даст интервью. Я не знаю, сколько лет этим пальмам, но они вас приветствуют из Алабамы. Так же, как это дерево магнолии. И я заряжаю вас на хорошее настроение вот этими замечательными анютиными глазками. Вот я припарковалась вот там, и около дома распускаются азалии в конце января. Минус дома, конечно, в том, что здесь нет гаража, минус этого особняка, и поэтому гости и хозяева паркуются здесь, сбоку. Но зато, и также минус, что небольшой двор, но зато здесь есть место для зарядки вашей Теслы. У меня был ролик на канале, как я брала интервью людей, которые приехали на Тесле и совершали кругосветное путешествие. Вот такой у вас будет вид и у ваших гостей, которые будут приезжать в вашу частную гостиницу, окунуться в историю Юга. Можно будет любоваться вот таким видом. Ой, это что тут цветет? Какой-то суккулент, да? Прикольно, миленько, миленько. А вот всем историческим домам присвоен этот знак. Итак, обратите внимание, как выглядит входная дверь. Куда бросают почту, да? Смотрите. Прикольная. Звонок. И там у них дома собачка. Здравствуй, зайчик. У меня все, если они хорошие, то они зайчики. Ой, какой он мягкий, какой он мягкий.
Итак, когда мы попадаем в этот исторический дом, Bed and Breakfast называется он здесь, потому что здесь всего 3 спальни для гостей. Здесь висит как бы признание от штата, что это историческое место. Вот. Так, сейчас такой вход. Разумеется, вы сможете посмотреть на интернете, на разных сайтах, фотографии отдельно. Вот здесь какое-то вот это состояние вот, духа того времени сохранилось. Не знаю, с одной стороны, мы должны смотреть дом, а мы начинаем рассматривать винтажный декор. Вот это как бы первая гостиная, да, можно сказать. Вот мы прошли, вот там еще 2 гостиные. Я хожу по этому дому всегда, затаив дыхание. У моего папы тоже такой был аккордеон. Мой папа играл на фортепиано, на аккордеоне. Вы обратили внимание, что в каждом такой гостиной есть камин? Разумеется, они не рабочие, но когда-то они отапливали помещение. А на этом диване мне давали интервью. Пара, которая путешествовала на Теслах по всему миру, писала об этом книгу. Я надеюсь, вы это интервью еще раз посмотрите, если вы его еще не видели. У нас на канале много интервью с американцами в плейлистах. Простые американцы, в гостях у американцев и интервью с американцами. Мне вот интересно, вот вы бы хотели жить, если бы вот у вас были деньги, возможность жить в Алабаме, вы бы хотели быть в таком доме, в историческом? То есть рассказывать гостям об истории дома, готовить им завтраки. Хотели бы ли вы общаться так? Быть хозяйкой отеля, получается. Очень специфичного отеля. Венди, welcome to my channel. Say, привет. Привет. Please tell us about a license. What kind of license people should have obtained to run a hotel like that? So this is considered a bed and breakfast, and you will need a lodging license from both our city of Mobile, the county of Mobile, and then of course from the state of Alabama. The county and the state's licenses are very inexpensive, not even $25 each. But the city, that business license, which is renewed every year, is a percentage of your income. So it's never more than $500 to $1,000 for me for a year. It's included. So this house was a museum, not just a house and hotel.
So you will have to train a new buyer to run the show. Yes, I will. And that is actually included in the sale. And I will give up to at least 30 days worth of training on the history of the house, all of the business practices behind the scenes, like the reservation system and our webpage and so forth. So I will definitely be hands-on when we turn all of this over to the new buyer. And all this stuff, this is historical artifacts. These are some of the original items of Kate Sheppard's and her family's that we will be leaving here in the house. Wendy, please tell us about this house, square footage and all this stuff. Well, we have 4,200 square feet, 2 stories, and actually a 3rd story, which is all attic space for storage. It has 6 bedrooms, 4.5 baths, and of course, 1, 2, 3 large living areas, a large dining room, and a great kitchen. How much taxes every year you have to pay? Well, depending on your income, that's a separate figure. But the property taxes are only right about $2,500 a year. Mm-hmm. Sweet home Alabama! Woo! В доме несколько туалетов, и вот один из них вот такой маленький красный закуточек. Видите, какие здесь двери, какие панели. Все очень-очень специфичное. И поскольку эти дома строились на таких кирпичных основах, вся кондиционерная система внизу проходит. Столовая. Обратите внимание на обои. То есть тот, кто этот дом купит, он это все оставит в этом же виде. И мебель это остается здесь, почти вся мебель. И посуда. Обратите внимание, какая интересная люстра. Из столовой я прохожу вот такой закуток с кофе, варкой. Смотрите. Так. Что там? Что здесь? О, здесь всякие причиндалы для дома. Венди убирается на кухне. Вход на 2-й этаж. Вход во двор. How much is the night at your special hotel? Well, we charge $175 per night, each night, of course, per room, and that's for a maximum of 2 adults. A full breakfast is included in the morning. 165 per room or 2 rooms? $175 per night per room. Okay.
поднимались на второй этаж. And don't forget, this was a school. So a lot of little children came up and down those stairs. And this is Isabel's room. This is one of the guest rooms. Okay. So all of this gonna stay. All of this furniture stays. Ага. This is unique. All this cute stuff. That is actually original to the house. So all of the fireplaces and mantles are original to the house. Oh. Yeah, it's like history. Yes. And a lot of the items are very special. So it may look like just another picture. But for instance, this is very old, probably 100 years old. And it was handwritten and hand watercolored as a gift. And it's a marriage blessing. It's a traditional marriage blessing that somebody wrote out by hand and then added to it with the watercolor around it. So that is really quite priceless because somebody did that by hand. These are needle points, probably 100 years old. Someone did that by hand. This old plate, some old artwork, and this is actually a sample. So it was an old $10 bill that they ran as a sample before they started printing all of the $10 bills. They ran off a couple of practice notes, and that's one of them that has been saved, and we were able to frame it. I also noticed this unique lamp. That is definitely an antique. We found that in a sweet little antique store, and we had to have it. And let's see. The bathrooms. You probably upgraded them, right? We've upgraded them, but we think we've kept them like the period would have been. So, 100 years ago, 125 years ago, this bathroom was not here. This was added probably in the 1940s. So we've tried to keep it looking old and looking sweet and quaint. Now look. Yes, absolutely. So we pride ourselves too on our luxurious bedding. So our beds are super comfortable with luxurious sheets and blankets as well. And for instance, another something special. This is a very old needlework. That's probably about 75 years old. But somebody did this a long time ago, and that's all needlework by hand. And it kept like it was made yesterday. Well, you know what? It was, when I found it, it had an ugly backing that was stained. So I took it off of the old pillow cover and I washed it very carefully and I added a new backing to it. And of course the interior of it is all new. This is a feather. The other one was pretty decrepit. So I gave new life to this one. Okay. So, мы попали на второй этаж, и она говорит, не все комнаты были сфотографированы. И so, what are those rooms? This is not a nice room. This is stacked with boxes. I needed a room just for my stuff, and so this is ugly and it's stacked with boxes. Storage room. Yes, a storage room. And then this is my office, which is also very messy. I call it my command center. Okay. That's where I iron. That's where I work on the computer. So this is not very attractive. But when you move out, it's going to be 2 extra rooms. Extra empty rooms. Empty rooms for maybe as bedrooms.
Oh, absolutely, as bedrooms or offices or sitting areas. Okay. Okay. Well, let's look at the lamps. And here, so this is another guest bedrooms, right? Yes, that's correct.